Приветствую на канале Заработай сидя дома, и с вами как всегда Роман. В этом видео я покажу вам свое телеграм-приложение, которое я разработал с помощью искусственного интеллекта. Расскажу, сколько на нем удалось заработать, с чего вообще все это началось, ну и насколько доступен этот способ заработка для любого пользователя интернета. Рассказать все постараюсь полностью без воды, чтобы вам было интересно смотреть. Ну а вас взамен попрошу подписаться на YouTube, подписаться на телегу, если еще не подписаны. Тут ежедневно публикую всякие способы заработка в интернете. Ну и тут вы показали, кстати, что вам будет интересно видео на эту тематику, поэтому я решил его записать. Итак, с чего вообще все началось? На дворе 7 декабря 2024 года, тогда даже еще не было термина вайп-кодинг, просто был чат GPT, еще те первые версии, которые в кодинге, честно говоря, были не слишком сильны, и для того, чтобы что-то создать, требовалось очень много усилий. Буквально в каждой функции чат GPT делал кучу ошибок, приходилось постоянно ему скидывать куски кода, он постоянно правил, пока правил ломал что-то другое, в общем, нервов было потрачено очень много ночей без сна. Но у меня была цель, я хотел создать телеграм-бота, я уже в голове себе накидал план, как я буду что делать, как я буду зарабатывать, где буду искать аудиторию. И суть данного бота заключается в том, что я ищу знакомых админов, у кого есть свои телеграм-каналы, кто хочет получить дополнительный трафик, беру с них оплату за определенное количество трафика по определенной цене. В боте создаю задание, половину этой цены отдаю как награду тем, кто подписывается, половину забираю себе. Ну и еще со своей половины я оплачивал сервера, подписку на чат GPT и так дальше. Все начиналось вот с такого вот бредового кода, тут заработок вообще планировался изначально в тон. Ну и вот момент истины, спустя сколько получается 3 дня, у меня уже появляются первые спонсоры, появляются первые выполнения на заданиях. И я, соответственно, зарабатываю свои первые деньги с этого бота. Итак, прошел месяц, у нас 7 января 2025 года. Через месяц у меня уже вот такая картина по топ-количеству рефералов. Человек на первом месте пригласил уже 400 человек. Соответственно, бот разрастается, спонсоров становится больше. Каждые пару минут уже летят заявки на вывод. В общем, дела пошли вверх. Эмоции у меня тогда были очень положительные, потому что я начал осознавать, что я сам с помощью чат GPT и своего мозга за месяц создал продукт, с которого заработал уже пару сотен долларов. И это не какая-то там рефералка или еще что-то, это полностью мой продукт, в котором еще и помимо этого зарабатывают люди и зарабатываю сам я. В общем, бот проработал пару месяцев, люди тут очень неплохо заработали, заработал и я. Ну и вот последняя статистика из бота перед его закрытием. Всего пользователей в боте 25 тысяч человек, выплачено пользователям более 5000 долларов, только вдумайтесь в эту цифру. Я с полного нуля с помощью своего продукта дал людям возможность заработать больше 5000 долларов. Это тогда меня очень сильно замотивировало. И, собственно, закрыл бот я потому, что в функционале просто телеграм-бота много куда не разгонишься. Во-первых. Во-вторых, увидел, что можно зарабатывать еще помимо подписок на показе рекламы. Но для этого требовался уже не телеграм-бот, а полноценное телеграм-приложение. Ну и спустя месяцы проб и ошибок создавались приложения, набивались шишки на многих проблемах. В основном это проблема мультиакинга и абуза. И вот спустя пару приложений, не все, кстати, я анонсировал у себя в телеграм-канале. Вот сейчас вам покажу последнее стабильное, которое пусть и небольшой, но приносит какой-никакой доход. Это Bitcoin Кран телеграм-приложение. Ноутбука оно выглядит, конечно, немного похуже. Телефона получше. Вот такой простой примитивный дизайн. Можно, конечно, сделать лучше, но для данного типа приложения этого хватает с головой. Вот этот баннер вверху — это спонсорка, мне за него платят в месяц. Тут у нас идет кран, проходите капчу, нажимаете на кнопочку, смотрите рекламу, которая, конечно же, тоже монетизируется, за это я получаю средства. И за это вы получаете биткоин на свой баланс. Также есть вкладочка с заданиями, там разные офферы тоже, как от спонсоров, так и от рекламных сетей. Ну и вот вы зарабатываете биткоин и выводите либо на любой кошелек от 5000 сатоши, либо от 50 сатоши на Faucet. Faucet это микрокошелек для микротранзакций, туда можно вывести даже от 1 сатоши и там уже накапливать. На пике было 7000 пользователей в месяц, сейчас 4800. Ну и теперь давайте перейдем к цифрам. Итак, сейчас мы находимся в админке данного телеграм-приложения. Админку я писал тоже с помощью искусственного интеллекта. Через нее я настраиваю награды, подключаю разные задания, обнаруживаю плохих людей, кто использует фермы для того, чтобы абузить мое приложение. Так, ну и еще раз к цифрам. Всего в приложении 11850 человек. Данное приложение я нигде не рекламировал, просто сделал один пост в своем телеграм-канале, который собрал там 1000 с чем-то показов. Все остальное это реферальная система, сарафанное радио и так далее. Вполне хорошие цифры, учитывая то, что я нигде его не рекламировал. Итак, всего заработали у меня люди вот столько вот сатоши.
В переводе на биткоин, точнее на USDT по данному курсу, это $300. Вывели из них на текущий момент $178. Кто-то копит, чтобы вывести на кошелек, кто-то заблокирован за то, что использовал мультиаккаунты, кто-то попросту, возможно, забил. Ну, в общем, пока что такая картина. Как устроена антифрауд система, я показывать не буду, потому что исходя из этого можно потом обходить будет ее. Но в этот раз я настроил очень хорошо. Я проверял со своих 2 телеграм-аккаунтов, даже с разных устройств, и получается обнаружить то, что это один и тот же человек. Так, ну а теперь к тому, сколько данное приложение принесло мне. Итак, первая рекламная сеть, это сеть Adexium, 95 тысяч показов, 6200 кликов, CPM это оплата за 1000 показов, $1.04, и всего данное приложение мне принесло по текущей рекламной сети, заокруглим, $100. Следующая площадка это у нас GigaPubs, еще плюс $135 с показа рекламы и еще плюс $25 с заданием по Offerwall. Дальше у нас идет Teddy Pro, тут, к сожалению, нельзя посмотреть статистику за все время, но заработок тут был не очень большой, я думаю где-то тоже $20-25. Дальше у нас идут офферы от BitcoTask и заработок за все время $17. Следующий у нас идет FlyerBot, который также предоставляет задания для Telegram приложений. Тут общий заработок до 5 апреля $27, и дальше, к сожалению, мне тут ограничили работу, потому что не устраивал такой тапельный трафик. То есть люди с всякими приставками пират, эмодзи приложений и так далее. Но тоже в заработок засчитываем. Еще одно приложение, которое предоставляет задания, это приложение Linkny. И тут заработок с этого бота за все время $64. Ну и последнее, это спонсоры телеграм-канала, кто у меня закупал трафик. Это еще плюс $270 прибыли. Ну и сейчас у вас показывается полная картина по данному приложению, сколько я заработал от момента его старта. Просто я настолько гений, что на момент записи видоса, пока показывал все доходы приложения, не суммировал это всю кучу. В общем, вот такая у нас картина получается. Приложение у нас запустилось 25 февраля, и где-то вроде 27 я сделал пост и пошел первый трафик. Учитывая то, что это не единственное приложение, и данное приложение я никак не развивал, не рекламил, все можно сказать на органическом трафике, я считаю, что заработок вполне неплохой. Ну и теперь давайте к выводам. Что нужно для того, чтобы зарабатывать с помощью таких вот приложений? Во-первых, нужно хорошее желание, нужно быть готовым, что придется немного попотеть, потому что не так все просто в вайп-кодинге, как многим кажется, что ты там написал яишки, типа сделай мне телеграм-приложение для заработка, чтобы я мог напихать туда кучу рекламы. Нет, это так не работает, нужно прописывать каждую функцию, нужно продумывать полностью экономику, нужно уметь работать с поставщиками рекламы, находить спонсоров. Но я бы не сказал, что это что-то такое сложное, что не под силу любому человеку, кто хочет зарабатывать. Ну и, конечно же, вам понадобится начальный баланс хотя бы $150 для того, чтобы купить про-подписку на ChatGPT, чтобы получить кодекс, либо купить прошку от клауда и арендовать какой-то небольшой сервер. Кстати, по поводу яишек, если вы хотите купить по выгодной цене, есть шоп от моего хорошего знакомого. Ссылочку я оставлю в описании под этим видосом. Также, кто из тех стран, у кого ограничен доступ к некоторым яишкам, тоже через этот шоп можете все купить. Просто переходите по ссылочке, нажимаете «Показать все в наличии», либо выбираете подписку на ваш аккаунт в искусственном интеллекте, либо покупаете готовый аккаунт. Вот тут есть ChatGPT, Grok, Cursor, Gemini. Подписки на аккаунт есть Claude. Claude для меня сейчас фаворит в вайп-кодинге. Все по доступным ценам, кучу способов оплаты. Также помимо этого тут есть VPN, прокси. Выдача приходит до 60 секунд. Гарантия и замена есть. В общем, все есть. Если что, можете даже писать мне напрямую. Обязательно решим любой вопрос. Так что кому актуально, то ссылочка в описании. Вот такой вот получился видос. Надеюсь, вам было интересно. Возможно, этот видос кого-то смотивирует на какую-то активность, что-то сделать, как-то пробовать зарабатывать. Вам большое спасибо за просмотр. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну и буду дополнительно благодарен за лайк и комментарий к этому видосу. Всем только профита и побольше бабок, и услышимся в новом видео.